Если тянет к морским приключениям и внутри тебя теплится дух авантюризма, то игры о пиратах– твоя тема. Открытое море, дальние острова, сокровища, корабли, и это только часть того, что в них есть. Я расскажу о нескольких таких проектах, где ты почувствуешь себя настоящим пиратом. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Sea of Thieves. Это настоящая пиратская песочница, где нет строгого заданного сценария. Можно стать охотником за сокровищами, грозным морским разбойником или просто бороздить морские просторы. Вначале у тебя есть корабль, команда, хочешь можно в одиночку, и огромный открытый мир. Бери задания у торговых компаний, ищи клады согласно картам, охоться на скелетов капитанов или отправляйся в экспедиции за редкими сокровищами. В любой момент можно столкнуться с другими пиратами. Морские сражения здесь одна из главных фишек игры. Управляй кораблем, стреляй из пушек, бери на абордаж вражеские суда или бори за награбленные сокровища. Постепенно можно прокачивать репутацию, открывать уникальные костюмы, оружие и украшения для своего корабля. Все, чтобы создать образ настоящей пиратской легенды. Все зависит от тебя и на какую часть тела ты захочешь приключений. Иногда движ проходит спокойно. Команда ищет сокровища и возвращается с добычей. Но иногда одно случайное событие в море превращается в безумную погоню, битву или неожиданную встречу с мегалодоном или кракеном. Интересный факт. Действия игроков стали частью лора, и именно поэтому в игре так много небольших событий и странных находок. В игре существует целая система пасхалок Legends of the Sea. Это скрытые объекты и истории, посвященные известным геймерам сообщества. Найдя такие объекты на островах, можно открыть уникальные достижения и даже косметические награды. Caribbean Legend. Это масштабная ролевая игра про пиратскую эпоху Карибского моря 17 века. История начинается с героя по имени Шарль де Мор. Сначала в распоряжении куча долгов, небольшой корабль и пара сомнительных союзников. Но со временем можно собрать целую команду, улучшать корабли, нанимать офицеров и даже создать собственный флот. Морские сражения играют важную роль. Приходится учитывать ветер, позицию корабля, силу пушек и маневры противников. В открытом мире игры много занятий. Можно охотиться за сокровищами, выполнять задания, торговать между островами, участвовать в дуэлях, исследовать руины и джунгли или ввязываться в масштабные конфликты между державами. На суше герой становится уязвимее, поэтому приходится продумывать экипировку, брать союзников и готовиться к боям. Выбирай персонажа под свой стиль: фехтовальщик, стрелок, тяжелый боец или хитрый авантюрист. Тебя ждут политические интриги, управление территориями, захват городов и участие в крупных событиях Карибского бассейна. Начав с простого искателя удачи, со временем можно стать легендарным капитаном, пиратским бароном или даже влиятельным правителем. И интересный факт. Игра рассчитана примерно на 200 часов прохождения. Проект был сначала модификацией для классической RPG Age of Pirates 2 City of Abandoned Ships, но со временем стал самостоятельной игрой. Часть квестов не отмечается в журнале или на карте, а запускается через случайные разговоры с NPC или при выполнении специальных условий при случайных событиях. Поэтому некоторых скрытых офицеров и редких персонажей можно пропустить даже после десятков часов игры. Age of Water. Онлайн-приключения в мире будущего, где вся Земля оказалась покрыта океаном. Остатки цивилизации выживают на маленьких островах, платформах и вершинах затопленных городов. А основная движуха происходит прямо на воде. Мое почтение фильму «Водный мир». Игрок становится капитаном небольшой лодки и отправляется исследовать огромный океан. Вначале все скудненько. Небольшой транспорт, простая команда и немного ресурсов. Большая часть игры проходит в путешествиях между поселениями. В одних местах берутся задания, в других продаются ресурсы, где-то можно найти редкие детали или новых членов команды. По пути постоянно встречаются опасности, пираты, враждебные фракции и иногда другие игроки. Одной из ключевых особенностей игры является конструктор кораблей. Можно собирать собственные лодки из десятков корпусов и сотен деталей, устанавливать броню, оружие, двигатели и так далее. Морские бои играют важную роль. Иногда проще уничтожить врага, но бывает выгоднее взять его корабль на абордаж. Со временем открывается собственная база, место, где можно строить производство, создавать новые корабли и готовиться к дальнейшим экспедициям как в PvE, так и в PvP. Интересный факт. Игроки обнаружили, что на дне океана можно находить останки прошлой цивилизации. Самолеты, здания и другие артефакты. Они используются для поиска ресурсов и иногда запускают сюжетные события. Дополнительные истории фракций и персонажей, которые не обязательны для основного прохождения. В некоторых удаленных секторах появляются скрытые боссы, которых можно встретить только при исследовании опасных зон. Blazing Sails. Это динамичный пиратский PvP экшен, где вся суть в командных морских сражениях. Цель проста.
простая – потопить всех противников и остаться последним кораблем на плаву. В игре постоянно приходится контачить с командой. Кто-то стоит за штурвалом, кто-то стреляет из пушек, другие ремонтируют корабль или готовятся к абордажу. Сражения проходят не только на море, но и на суше. Часто приходится высаживаться на островах, искать оружие и ресурсы, а затем возвращаться к кораблю, чтобы продолжить бой. В игре есть разные типы кораблей. Одни быстрые и маневренные, другие медленные, но оснащены мощными пушками. Команда может выбрать себе стратегию: быстрые атаки, дальний бой или агрессивные абордажи. Имеется большое разнообразие оружия. От классических пиратских сабель и мушкетов до необычных и немного безумных вещей вроде рыбометов или ручных пушек. Кастомизируй пиратов и свои корабли. Можно менять одежду, украшения, внешний вид судна и постепенно создавать свой уникальный пиратский стиль. Многие игроки сравнивают Blazing Sails с королевской битвой в стиле Sea of Thieves, где морские сражения смешиваются с быстрыми PvP-перестрелками и захватами кораблей. Интересный факт. Студия разработчиков фактически состоит из родственников. Игру создавали 4 кузена, включая 2 пары братьев. Также игроки заметили необычную механику. Команда может возрождаться бесконечно, пока ее корабль не уничтожен. Это полностью меняет стратегию боя. Иногда выгоднее защищать корабль, чем атаковать. А на некоторых островах есть скрытые участки и пещеры, где можно найти сундуки с оружием или редкие предметы. World of Sea Battle. Это ММО-песочница в эпохе парусного флота, где вся игра строится вокруг морских путешествий, торговли и масштабных морских сражений. Ты капитан небольшого корабля, постепенно улучшаешь судно и расширяешь возможности своего флота. Со временем открываются десятки исторических кораблей, от небольших шхун до огромных линейных с мощными бортовыми орудиями. Но здесь важно не только оружие, но и позиции корабля, маневры и работа команды. Иногда одна удачная атака может полностью изменить исход всего замеса. Мир игры открытый и предлагает разные способы развития. Можно торговать между портами, заниматься перевозкой ресурсов, грабить торговые суда или строить собственную экономическую империю. В игре есть система гильдий. Вместе с другими игроками можно объединяться во флотилии, участвовать в войнах за территории и порты, а также бороться за влияние в регионе. Помимо PvP, есть и PvE контент. Задания, рейды, исследования мира и путешествия в неизведанные части океана. Ты сможешь даже получить собственный остров и превратить его в центр торговли и развития флота. Интересный факт. В игре представлено более 50 исторических кораблей эпохи парусного мореходства. Разработчик, Сергей, создавал игру практически в одиночку сразу после окончания 9 класса. Еще в школе он начал изучать программирование и постепенно создавал собственный игровой движок, чтобы реализовать симулятор морских сражений. А один из игроков провел около 5200 часов в игре, что показывает глубину песочницы и экономики проекта. А в какую игру о пиратах ты успел поиграть? Обязательно поделись мнением в комментариях. Если тебя что-то заинтересовало, то моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена. Всем пока-пока.